Господа, вначале, как обычно, хотел рассказать вам про красивую карту с уникальными условиями для новых клиентов Тинькофф Банка. Называется она Тинькофф Киберпанк. Это 3,5% годовых, которые приходят на остаток по счету вам каждый месяц. Это 1% кэшбэка вообще с любых покупок. Это до 15% кэшбэка на выбранные категории, а также до 15% кэшбэка на покупку билетов в кино, концерты, театры в приложении Тинькофф. Причем нужно заметить, что сам кэшбэк вам приходит не баллами, не какими-то там деревянными, не фантиками, а самыми настоящими рублями, которые потом даже можно потратить или даже снять в банкомате. Кстати, снимать наличные можно в любом банкомате, любого банка, любой страны мира без комиссии. Переводить с карты на карту или по номеру телефона в любой банк можно, опять же, без комиссии в пределах лимита. Но самое главное, если вы прямо сейчас оформите карту по ссылочкам в описании, в дополнение ко всем уникальным условиям, вы еще получите 10% кэшбэк на покупку игр для Xbox, PlayStation, Steam, Origin, Blizzard и многих других. И самое главное, торопитесь, количество таких карт ограничен. Ссылочки в описании. Да, господа, здравствуйте! Отличная в этот раз получится серия, потому что мы в конце капец как уверенно должны резко остановиться. Ну, во-первых, мы должны сделать не только это, но еще и много чего. Самое главное, в конце последней серии, вернее, предыдущей серии, да, что все заметили, что, естественно, мы ни черта не можем остановиться. У нас супер крутые тормоза за супер крутые деньги, огромные тормозные диски, огромные суппорта, все здорово, но это не приводит ни к какой эффективности, потому что очень узкая резина. Как только более-менее начинается дождик, ногой уже все эти усилия тормозные не распределить. Соответственно, нужно сделать устройство, которое эти тормозные усилия распределит. Оно называется блок ABS, господа. Погнали! Whole team here, money some. Still young, but I move like a new deal to my lawyer. If you're down in my management, I'm just warming up, wait till I old producers saw the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the town when you're talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things with your pockets dull. Run it up. I used to be quiet and out of luck. Now I move up and move humble cause the hate and the jealousy. My mama telling me count up your blessings and run it up. Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody like me. Phone ringing and I tell him it's I got wifey on bling and she freeze, photo, please, no photos, G's, no, please, no photos. Удивительная история, хотя УАЗик и был с АБСом, когда-то раньше, ведь его донор, собственно, Toyota Majesta, была с этим АБСом, в которой был, естественно, и блок АБС, и датчики, и все, по идее, у нас совпадало, там даже была стабилизация. Но на самом деле в УАЗике его полностью нет, потому что АБСный блок в Маджесте, он мало того, что стоит один, он еще завязан с основными мозгами, и у него датчики, датчики АБСные на ступицах, они не на гребенке, а на датчике холла. То есть в гребенке стоят магнитики, а считывающий датчик, он как датчик холла, эти магнитики, там, насколько они быстро мимо него шелудят, он их считывает. Все это также было еще завязано на систему стабилизации. Ну вот да, это аккуратно, как вот, собственно, они были вытащены и так далее. Таким образом, мы получаем, что у нас уже ни насоса АБС, ни блока АБС в машине не стояло, родных мозгов АБСных тоже нет, мозги, которые АБСные в родном мозге, в общем, который управляет именно моторными мозгами, тоже надо куда-то привязывать, делать распиновку, а гребенка, которая не гребенка, вернее, а ступичные датчики, которые стоят на ступицах в УАЗике, не подходят нам по ТЗ, потому что если мы хотим все это восстанавливать в японское, то это просто будет очень сложно, это еще раз чиповка, отшивание блоков, потому что АБС, как опять же повторюсь, стояла там не просто АБС, а именно систему курсовой устойчивости. Она еще завязана на акселерометр, на датчик положения рулевого колеса, которой колонки у нас не сохранилось. В итоге борода. Значит, решение в чем найдено? Есть бошевские блоки АБС, которые мы почему-то знали, я вам сразу так сказал, надо сделать, хотя вы это и без меня прекрасно нашли, потому что в Jagger Garage мы когда Ниву разбирали, блок АБС автономный. А одна вот такая коробка, от которой идут 4 трубки непосредственно на машинке тормозные и датчики ступичные, которые, в свою очередь, уже работают, когда разбираешь Ниву, опять же, очевидно, от гребенок, от вот таких. И оказывается, все это можно в разнобой за совершенно небольшие деньги. Вы сказали, общий бюджет 15 тысяч мероприятия. Плюс-минус. Но это... В смысле, это краденое, что ли? Ну нет, почему? Так. Датчики, гребенки, проводка. Мы взяли целиком проводку от этой машины. Короче, без документов за 15, давай так скажем, да? И получается в итоге у нас вот набор вот из такой вот косы, которая шла комплектом к блоку АБС, даже пины все от него. Вся моторная коса. Вся моторная коса. Моторная коса чья? Погоди, да здесь же написано. Да?
Самара, Раша здесь написано. Да, то есть это переднеприводное семейство УАЗ. Соответственно, эти гребеночки сейчас внедряются вот туда в ступицы вместо того, что там было. Ставятся, опять же, жигулевские датчики АБС. Блок АБС сам залетает сюда. В него от главного тормозного приходят 2 трубки. Дальше уже 4 трубки на каждую из машинок. Система полностью работает сама. Ей не нужно знать скорость автомобиля. Ей не нужно знать ничего. Причем это поколение последнее бошевского АБС, которое выпускается с 2009 года. И реагирует оно исключительно на разницу вращения вот этих ступичных гребенок. То есть, если какой-то из колес начинает крутиться медленнее, чем остальные, с этого колеса снимается тормозное усилие. Самая простая, самая доступная и самая доступная к установке антиблокировочная система тормозов. Все действительно так, как я говорю. Вот у нас практически заколхоженный кулак, в данном случае задний левый у нас. Он получается маджестовский, но теперь от УАЗика, к которому, видимо, на Поксипол или каким образом, ребят? Соединитель. При помощи надежного соединительного элемента присрана гребенка от АБС. Ну, это все-таки система важная, приварена? Серьезно? На 3 точки. На 3 точки? Ну, то есть прекрасно. Ну, то есть я просто к чему это подчеркиваю, что это, конечно, требует обязательной сноровки, но видите, здесь в кулаке засверливается дырка, сюда же устанавливается датчик, при помощи обычных шайбочек выбирается зазор, какой оптимальный, чтобы был. И, в общем-то, все работает. Для многих, на самом деле, это шок, что АБС можно, ну, условно, конечно, просто, но вот так просто поставить. То есть мы имеем машину без АБС, на которой от аккумулятора приводится плюс с минусом, возможно, даже через замок, но это уж кто как любит. Если уж по дорогой схеме, то через замок. Просто плюс с минусом кидаете на этот блок АБС. Дальше покупаете родные датчики, косу с какой-то машины, можно даже без косы все это соединить, но просто потом больше мороки будет. Все это вот таким образом сверлите и получаете машину с АБС. Безопасность. За совершенно небольшие деньги. Ну и само собой, 100 лет мечтал я о том, чтобы наконец-то селектор КПП был не вот, ну это уже он облагороженный, но все равно не вот такой прям не хочу. А хочу, чтобы он был как вот в Зиле. Это кто-то видел, кстати, нет? А этого еще никто не видел. Да, ну короче, я хочу, чтобы селектор КПП был вот это УАЗовский селектор. Вот так я буду махать прямо вот перед носом и всем. Это УАЗовский селектор КПП. То есть должна из пола просто торчать палка, на которую, как и раньше, естественно, будет накручен вот такой крабик. И вот это уже прям, вот это нормальный селектор КПП для УАЗика. Вот так он здесь будет торчать, то есть он будет так ходить. И все замечательно. Услуга такая вроде как бы понятно, что простая, но тоже знаете время, тоже знаете деньги, все это нужно сделать. Прям вот это качество УАЗовской вот этой ручки, конечно, да, видите, то есть вот это все, конечно, облой такой от пластика остается. Ну, это все как обычно. А датчик уровня топлива у вас откуда, ребят? Вы захотели, чтобы он работал корректно? Ну, по-моему, вы будете 5-й, включая в этих 5 есть я тоже, кто пытался сделать, чтобы он работал корректно. Не получилось. Там есть сочетание вот этого датчика и датчиков уровня в баке. И они по кодировке ни в одном магазине никто не знает, как их отличить друг от друга. Скорее всего, у вас тоже не получится. Но за попытку лайк однозначно. Но я пойму, если не сработает. Ни у кого не получилось. А у тебя 1 бак или 2? 2 бака. И в каждом по датчику? Да. Но некорректно не работает ни один. В лучшем случае они работают наоборот. То есть 0 это полный бак, а P это пи***ц, значит, пустой. Так я сделал себе на боевке. Каким-то раком там вот так заработало. На УАЗике мы что только не пробовали, как только не манипулировали, ничего не срабатывало. Да, есть вариант, говорят, один. Ты забираешься в салон УАЗа и из одного собранного комплектного УАЗика снимаешь все сразу. Тогда начинает работать. В магазинах по разнобой, по-моему, это какой-то пранк, я не знаю, от ульяновцев. В общем, не сработает. Вместо этого, соответственно, у нас будет это раз кочерга, 2. У нас вот эти тумблера постепенно теряют актуальность, потому что красный тумблер, который включает зажигание, более нам не нужен, и кнопка стартера, слава богу, не закрутилась, нам тоже больше не нужна, потому что все потихоньку причесывается, и машина будет заводиться уже одна с ключа, что приятно. Еще вот таких 1000 мелочей. Бустометр, кстати, можно снять, ребят. Он двусторонним скотчем больше не нужен. Но мы бус знаем какой-то, мы больше регулировать его не будем, так что... И когда ты разгоняешься на УАЗе, честно говоря, ты не смотришь ни на бустометр, вообще ни на что не смотришь. В общем, все причесываем, все делаем аккуратненько, ставим АБС. Возможно, будут в конце еще после разгонов, посуху, манипуляции с резиной, но пока надо проверить, как сработает этот АБС. И отбойники на подвеску. Но об этом позже. Да.
Короче, мы специально решили показать, как происходит тестовый выезд и как происходит то, почему видео долго не выходит. Значит, мы тщательно читали ваши комментарии, опять же, возвращаясь ко всем этим лепесткам. Костя, Tiptronic, сделай, да, все и так далее. Смотрите, что у нас теперь есть. У нас здесь теперь новый будильник. Раньше здесь был бустометр, теперь здесь тахометр. И он также временный. Теперь у нас есть проекция в стиле дорогих маст. Это когда двусторонним скотчем присран просто вот с Алиэкспресса мониторчик, на который показывается, какая передача включена. Видите, смотрите. Даже вне диапазона выход говорит. То есть P, R, N, D. И когда ты пролюбился мимо, даже видишь прочерк. Сейчас никакой передачи нет. Возвращается обратно аж в нейтраль. Если слишком сильно тянуть, ну вот так вот D. Короче, это все работает идеально. Можно на самом деле переключать слепую, потому что драйв, по сути, это вот и все. Вот, она, видите, остается. То есть очень удобно. Ты в паркинге, драйв. С драйва хочешь реверс, даже вслепую. Хоп-хоп, реверс. Все, смотри, угадал, да? Ну, драйв, соответственно, вниз снова. И паркинг до упора загоняешь. Очень кайфово. Потому что это уже шестиступенчатая коробка. Здесь по-другому. У пятиступенчатых вы после драйва начинали перещелкивать. 3, 2, 1. Там в таком формате это неудобно. Ты, получается, с драйва можешь по прямой провалиться ниже. И именно в шестиступых коробках нет. Хоп, вслепую, все, драйв. Поехали. Прямо идеально для УАЗика. Но, соответственно, в шестиступенчатых коробках какое преимущество? Был еще так называемый Tiptronic. То есть там коробку уводил влево, и дальше у тебя был плюс и минус. Через это на нашем разгоне все говорили: Костя, переключай передачи руками. А Tiptronic был у нас, в принципе, не зашит. В итоге мы его сделали. Теперь у нас есть подрулевые лепестки, которые отвечают за тот самый плюс-минус. И мы лепестками можем имитировать те самые переключения плюс-минус. А движение коробки влево мы можем имитировать этим тумблером. Это все временная схема, не переживайте. Таким образом, когда мы подняли тумблер красный, у нас здесь загорелась цифра 5. Хотя всего передач у нас, как вы видите, 6. И вот лепестками я их переключаю. Но есть косяк. Мы сделали все, что вы советовали, но это не сработает, как и многое из того, что вы советуете. И мы, собственно, также об этом поняли уже в самом конце. Дело в том, что Tiptronic на Toyota это не Tiptronic. Что такое Tiptronic, Toyota узнала, когда стала под своим брендом продавать Z4 BMW. Только тогда они увидели, что, оказывается, у других машин можно принудительно включать вторую передачу после первой. Здесь так не прокатит. Смотрите, мы включаем драйв. Мы включаем еще раз, типа коробку влево увели, и у нас уже стоит пятая передача. И это не значит, что машина сейчас поедет на пятой, смотри. Поедет она на первой, абсолютно как она и была, а стоит пятая, потому что это не Tiptronic, это ограничение верхней передачи. То есть, это значит, что сейчас она будет переключаться не выше пятой. Видите, мы все равно щелкаем все передачи. Да, при этом я могу, смотри, взять и вторую. Опа, а могу даже первую, ну-ка. А, первую. Оп, вот это первая. И выше первой он сейчас не переключится. То есть смотри. Видишь, он держит на первой. Хлоп нажал, вторая. Но это не значит, что если сейчас мы остановимся, он будет держать вторую. И вторую он включит не тогда, когда я хочу, а тогда, когда он захочет. А я лишь ограничиваю то, что он будет переключаться не выше второй. Таким образом, нас сейчас при разгоне это абсолютно не спасет, потому что когда мы будем разгоняться с места быстро, и мы будем идти на первой передаче, когда мы включим вторую, он лишь этим самым поймет, что окей, теперь вторая мне тоже доступна. Но не то, что сейчас надо срочно включить вторую. К сожалению. Еще один трюк. Мы работали над всем этим. И у нас на прошлом разгоне, на старте, очень сильно приседал зад. Через это морда поднималась настолько, что получался эффект мустанга. То есть я вот прям вот так прыгал несколько раз. Получалось за счет того, что передние колеса аж настолько сильно приподнимались, что теряли зацеп. И машина начинала шлифовать передком, потом передок снова падал, цеплялся, снова поднимался. Через это были вот такие вот движения. Это все ведет к негативным последствиям на разгоне. Мы сейчас попробуем заднюю подвеску накачать максимально просто, поскольку у нас пневмо, мы можем отдельно накачать зад, сделать так, чтобы он был супер жесткий, сделать так, чтобы он меньше проседал на старте, и через это больше морда упиралась. Потому что если мы вспомним последний опыт с Вестой, на которой мы просто поставили жесткую подвеску и разгон увеличился на 0,6, то это может реально сработать. Так, ну что, господа, в задней подвеске 8 очков. Попробуем еще больше, но просто не больше, по-моему, не справляется штатный компрессор. То есть задняя подвеска максимальная жесткая, Race Logic, ну да, больше 8 не дает. Все, сколько ни качай, стрелка вон висит, и ей ничего не сделать абсолютно. Попробуем. Напомню, рекорд у нас был 4,9. 4,9. Залочим полный привод. Драйв.
4,7! Да, это реально работает! 4,7! Вот это все! Это можно гоняться с СВРом, пацаны! Это победа! 4,7! Нам бы сделать это переключение между первой и второй. И можно заявляться против нового 63-го, который едет 4,5. Как это было круто! Твои прогнозы? Я тебе могу сразу сказать, опыт с Вестой был офигенный. А сколько он до этого ехал? 4,9. 4,5. Ну, спасибо за комплимент, на 4,7. 4,7. Жопа также присела на старте? Ну, выглядит, да. Как будто так же, да? Но по ощущениям было чуть лучше. Ну и по суху, мы же тогда все время по мокрому. Пневмо, лопнул баллон. Да ладно, все, лопнул баллон. Как так? Да ладно, скажут, что это постанова. Да, реально баллон бахнул. 8 килограмм многовато. Поэтому надо делать отбойники, чтобы на старте жопа так низко не садилась, а садилась какой-то предел нужный. И морда так высоко не поднималась. Да блин! И второй! Оба! Что за прикол? 8 килограмм это слишком, братан. Оба! Да как так? Скажу, что это постанова. Все, мы теперь азерлоу, смотри. Короче, нужно зажимать подвеску, ровно как с Вестой. Зажали подвеску сзади, морду перестала поднимать, больше держака и, соответственно, сразу 4,7. Ну, это скачок нормальный с 4,9 до 4,7. Это прям хорошо. Короче, у нас все получится. Обязательно. Короче, нам повезло. Бахнули трубки. То есть не пневмобаллоны, потому что пневмобаллоны эти стоят огромных денег, и ехать они будут с Владивостока. Бахнула трубка вот там, которая находится вместе возле турбины. Скорее всего, когда давишь 8 очков, а 8 очков было добавлено, эта трубка возле турбины разогревается, ее просто раздавливает. То есть нужно или тепловой экран ставить сюда, или не давить 8 очков. Короче, нам нужна жесткая задняя подвеска или отбойники. Мы начинали 5,0. У нас один и тот же двигатель, на котором мы в каждой серии едем быстрее. Просто за счет того, что мы пытаемся эту мощность этого двигателя передать на эти колеса. И это сверх какая-то задача оказывается на сегодня. Но пока что мы движемся в нужном направлении. То есть на 400 силах эта машина может ехать быстрее. Нужно только ее заставить это сделать. Господа, рубрика, ну прям реально последняя надежда. Все, это точно, вот это точно край. Дальше уже мы, ну ничего не сможем сделать. Дальше это уже такие деньги, чтобы сделать эту машину быстрее. Это просто невероятно. Это прямо из города Ангарск, это чуть севернее Иркутска. Приехал пиленный гидроблок с просверленными более широкими каналами, чем должно быть в стоке, что даст нам более быстрые, более резкие, возможно, даже с ударами переключения, но это единственный способ сделать машину все-таки быстрее, все-таки убрать провал между первой и второй, чтобы он все-таки стал промежутком небольшим в итоге. Не знаю, сейчас быстро ставим гидроблок. Дело в том, что гонка с геликами уже через час. И как бы, ну, прямо все срочно делается. Он ехал в ночь, там, самолетом летел, вернее, пролетел. Короче, если не это, то наши полномочия все. То 4,7 это финальный результат. Но мы верим, что можно попытаться приблизиться к 4,5 и все-таки встать рядом с новым 63-м. Погнали!
Короче, в конце даже выключили свет. Все против нас. Догонки у нас, догонки. У нас догонки, Ярослав? Или не догонки? У меня сели часы. Я уже вообще не знаю, что делать. А телефон работает? 45 минут догонки. Сколько должен сохнуть герметик по-хорошему? По-хорошему? Да. 4 часа. 3-4 часа, он сох 20 минут. Прекрасно, мы едем. Значит, давление, учитывая, что новый блок там пиленный. Ну, в принципе, ладно, короче, пес с ним, не будем разбираться. Бахнет так бахнет, как говорится. Новая усиленная коробка, если сгорит, ну... С кем не бывает. С кем не бывает. Мы знаем, где сделать еще в крайнем случае. В общем, ребятушки, все, сейчас дособираем, заливаем масло, срочно едем, спешим, потому что, уважаемые люди, на новеньких 63-х за... Как это обычно в Ютубе говорят? За 60 миллионов рублей, там всегда вот такие суммы любят, хотя на самом деле стоит 8. Уже ждут. Погнали. Момент истины. Мирослава, прокат автомобилей daydream.ru, потратила полнедели личного времени, прилетела сюда из Сочи, сдала билет обратно в Сочи. Тебя ждет дома тепло. Тем не менее, ты здесь морозишься с нами. Да, А значит, да. не все так плохо для нас и для тебя. Согласна. И Гелендваген G63, новейший кузов за какие-то там миллиарды рублей. Миллионы рублей, который едет 4.5. И гениальность его в том, что он 4.5 едет прямо сейчас. И прямо здесь. Наверное, посмотрим. Зима все-таки. А мы мало того, что таких показателей еще вообще ни разу не достигали, так еще и находимся на мокром. А у нас по сухому вам, как вы только что сами видите, напомню, было 4,7. Ну, нормально. Но очень даже неплохо. Проигрывать надо тоже уметь, но мы попытаемся, если не с места, то роллом. Потому что Да. у меня большая проблема зацепиться. У вас все системы стабилизации, трекшн, Мгм. и все это Ну, работает. ты ж полегче нас, однако. Действительно, ну я и полегче, да. Да. Может быть, у меня будет какая-то секунда надежды. В общем, все решится, господа, прямо сейчас. Погнали. Тестово сейчас попробуем конфиг пневмы, когда сзади в баллонах по 8, а спереди в баллонах по типа 3. Давайте задние еще качаем, больше 8. С ума сойти, но страшно. Страшно, капец, все равно страшно, каждый раз страшно. Очень, блин, это просто нереально опасно. Это просто нереально опасно. Вообще не зацепиться. И он с третьей начинает ставиться боком. Четыре, два! Ой, я правильно сказал, да? Ты готов? Давай, я готов. Ну все готовы, И мы да? готовы. Все готовы. 30, 1,1. Давай дальше. 6, 2,2. Вы готовы? Давай. Братан! Братан! Я просто офигеваю. И он прям ни разу не буксанул, он прям четко зацепился, и такой ра-да-да. И я смотрю, и такой еще раз, типа, что? Что? Не 5,2, 4,2. Вы не знаете, как мне страшно. Давайте поехали расставляться. Снова 4,2, уверенно! Да! Вот это старт! И квотер, 12,5! 12,5! Вот это УАЗик уничтожает! Вот это жесть! Как он стартанул! Этот новый конфиг по пневме просто пушка! Это просто пушка!
Он трогается просто как Ламборгини. Он просто стоит такой. Обалдеть, мы обогнали новый 63-й, братан, новый. С места, он просто, как он трогается, это нереально. Это не так, как поднимается, это просто вот так и пошел. Все, просто он разрывает со старта. Он вот эти первые два корпуса, он их берет сразу, именно на этом супер рывке. Дальше они одинаковы. Но первый, уходишь, да? 400 сил против 600. Я не знаю, заезжать на второй раз или нет. Мне... Блин, ребята, это такое очко. Ладно, давай. Зашлифовал! Я зашлифовал, все, и не зацепился. Все, гелик уходит. Да, я прям зашлифовал, и меня начало водить, и мне стало страшно. Я прям в панике. Видите, чуть-чуть заморосило, и все. Но меня завозило, у меня уже руль вот так, третья передача, я уже думаю, ну его нахер, я лучше проиграю. Пожалуйста, еще один раз. И дальше мы спокойно поедем домой. Даже если я проиграю, ничего страшного. Я не зацепился! 4,6! Одинаково они едут! 12,8 квотер! Да. Я проспал старт и не зацепился, поэтому у меня 14,6. И, соответственно, дальше они идут абсолютно одинаково. Все, что у меня есть, это свой прыжок, это надо признать. В общем, по суху я бы его сделал. В остальных случаях 90% гонок выиграет гелик. Что ж, господа, это уникальное событие. Мы не верили в 4,2. Да мы даже когда 4,7 поехали по суху, это уже я всем показывал. Для нас каждые такие цифры это невозможно. Это невероятно. И на самом деле это была такая уже попытка отчаяния, когда без света в скрю ребята ставили в темноте с фонариками эту плиту, которая за одни сутки приехала из Ангарска. Огромное спасибо пацанам, кто нам эту плиту продал. Надо обязательно оставить на них ссылку в описании. Сколько стоила эта гидроплита? 15 тысяч ты говорил? Ну и доставка столько же, потому что это, грубо говоря, Да, это просто самолеты, да, это просто жесть. Но ребята называются Garage SXE, вот так. Ну, по крайней мере, так мы нашли их в Инстаграме. Вернее, ребята из Крю их нашли в Инстаграме. Надо обязательно оставить на них ссылку, потому что если бы они, не их вот это клиентоориентированные, что вы им вечером звоните, утром они уже на вокзале там стоят с этой гидроплитой, да, это было бы невозможно, потому что у нас тоже сроки, у нас тоже все. И это вот попытка отчаяния, которая спасла. И мы поехали не 4,5 в лучшем случае по суху, как мы предполагали, а 4,2 по мокрому. Это просто... О, май гарабл, Озик, ты что, крейзи? Как это можно? Как он встает на два колеса с места? Какой у него бешеный пинок? И мы поняли, что роллом они с геликом едут абсолютно одинаково. То есть это, ну, в принципе, одна и та же мощность, но только здесь 400. Всего 400, но как они дико везут. Это какие-то бешеные 400, честнейшие, самые в мире 400 сил. Все-таки турбовая вешка. У меня 4,3, потому что у вас 4,0. Вот так вот. Где-то я лучше. Давайте по факту по гонке, Мирослава. Значит, твои ощущения. Ты на гелике. Потрясающе. Жмешь правую педаль, смотришь кино. Очень легко, классно. И потом ты села в УАЗик. Да, в УАЗике это потрясающее впечатление, ребята. Сердце и все остальное рвется наружу. Звука, ну не важно, что дверь там болтается, но это такие эмоции, что вам даже не передать. Это, то есть, безумие. И на самом деле в 90% случаев, ну мы даже сегодня это доказали, гелик, конечно, быстрее. Да, он красавчик, он зацепляется за, не знаю, за воздух, за облака. Ну, похвастаться, Костя, я сегодня тоже вышла из паспорта. 4,4. Обычно все выходят из чата, а я из паспорта. Из паспортного стола, возможно, также.
Удивительно, что 4.4 поехал гелик, на этом же заезде у меня было 4.6, но после 100 они опять же идут в зуб-зуб. То есть я считаю, что здесь 400 сил это прям космос. Спасибо вам огромное, то есть прям вот гелик действительно надежный, всегда везет, всегда стабильный, всегда классный. Естественно, эта машина, как из первой серии, строилась не для того, чтобы гонять в дождь, так и до сих пор она очень не любит дождь. Ей нужно сухо, ей нужно зацеп, ей нужно нормальные условия, она не рулится, безусловно, на кольце. Да, на кольце она также меня раздавит и так далее, но, естественно, в городе, в обычной ситуации, если мы в Петербурге, то есть как обычно, как здесь, Гелендваген 90% случаев будет первым. И даже если я буду первым, то это будет прямо, это победа. Да, для гелика это будет нормально. Правда, я искренне рада. Я, кстати, считаю, какое резюме. Снимаем обзор на гелике и катаемся на Порше. Ну, в принципе, да. Но вопрос, ведь проект называется «Антигелик». И вот мы с вами стоим у той точки, когда мы вроде побеждаем, допустим, будет сухо, но, допустим, мы в цифрах быстрее, 4.2. Что же делать дальше? Что же делать дальше, понимаете? Дело в том, что я 2 последние ночи засыпаю с одной мыслью, что остановиться я не могу. Неужели ужас? Есть в Питере и гелик, который едет 3.7. Да, допустим. И все-таки вы на стоке. И сейчас я думаю, что мы уже читаем прямо сейчас все эти комментарии, что просто чип, просто Stage 2, и вы уезжаете. На стейдже он 4.2 те же самые поедет уже так же стабильно, так же, и все это будет легко. Да, за другие деньги, но тем не менее, господа, самый быстрый гелик в Петербурге едет 3.7. Но это не так хайпово, потому что Урус тоже едет 3.7. Нет, 3.6. А гоняться 3.6? 3.6. Я что подумал? Что следующее видео и цикл видео, которые будут называться «В погоне за Ламборгини», вот это вот идея, да? они гораздо интереснее, потому что мы не верили еще не то, что в прошлом году. В это вот вы не верили. Мы не верили сегодня утром, что мы можем поехать 4.2. Даже до начала как бы мы тоже думали, что мы вас объедем. Эта машина везет. И уже сейчас Денис Роше, он же Роше Рейсинг, собирает новый наскаровский мотор. На там невероятно, возможно, до 800 вплоть. То есть это понятно, что полная перестройка, скорее всего, пойдут в лес редуктора, привода, коробки. Все это там будет меняться китами, но наша цель в следующих видосах — погоня за Ламборгини. Мы с вами еще встанем, да, еще на другой тачке, но Урус должен пасть под натиском УАЗика. Да, должен. Сейчас я уже начинаю в это верить, потому что невозможные 4.2. Все максимальные идеи, да, идут, и, собственно говоря, их добиваться. Да, тем более мы все можем сказать, ребята, мы все равно никуда не рулимся, мы никуда не едем, ламба по-любому лучше, но этот светофор будет мой, просто вот такой вот во весь немецкий автопром. Спасибо вам огромное, что смотрели эту серию. Следующая серия уже будет техничка, где вы уже увидите зачатки, задатки этого мотора. У Дениса Роше это все идет уже сегодня. Мы это снимаем в проекте. То есть я думаю, что в январе Новый год, новые цели в погоне за Ламборгини. Антигелик будет легендой. Спасибо вам. Спасибо вам, что смотрели это видео. Огромное всем удачи и пока. Я вот прям вот так, бам, я настолько в себя верю. Вообще я прямо супер. И тебя еще вот так зафигачу. Стаб сгорел. Все. Всех размотал.